Здравствуйте, мои дорогие, заботливые литературно-интеллектуальные подписчики. Как я вам и обещал, вторая глава идеального донора. И прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить вас за ваши лайки и ваши самые теплые комментарии. Спасибо. Ну что ж, не буду долго томить, заваривайте ваш вкуснейший чай, открывайте хрустящие печеньки, ставьте палец вверх, и мы начинаем. Итак, глава 2. Идеальный донор. Небольшой кабинет, на первый взгляд оформленный в деревенском стиле, деревянная обшивка стен, бревенчатый... бревенчатый. То есть из бревен, да? Бревенчатый потолок, грубоватая люстра из железных прутьев, самотканный коврик на полу, книжные шкафы из толченных досок. Многоуважаемый мэр Хидонг внешностью соответствовал окружающей обстановке. Это был массивный, даже грузный мужчина с крупными резкими чертами лица, зычным голосом и размашистыми жестами, словно тупой работяга из деревни с десяткой на плече. Изящный, тонконогий, словно вытонченный из цельной словной кости магминистр Мин Чинь рядом с мэром казался легкой тросточкой перед бушующим ураганом, но именно Чинь Ми говорил последнее слово во всем, что касалось магии. Магминистр знал, сколько ки вложено в покупку и оформление этого простенького кабинета, ведь обшивка на стенах была не из сорных деревьев, а из дорогого баньяна. Его аромат стимулировал мыслительную деятельность, а при длительном воздействии мог даже повысить эффективность использования магии. У Минчиня из этого дерева была сделана кровать, что уже считать непозволительной роскошью, ведь даже зажиточные торговцы могли позволить себе только небольшие амулетики из баньяна, которые носили на шее. По мнению магминистра, обшивать драгоценный древесиной кабинет было чересчур вызывающе. Люстра была сделана руками гениального Ими Яна. Его талант проявился не так давно, всего 3 года назад, но он сразу приобрел огромную известность по всей стране. При невысоком таланте в 24% он своими руками создавал уникальные магические вещи. Как правило, элементы декора украшали и светильники. Например, эта люстра при всей неказистости и даже топорности могла транслировать какое-либо настроение посетителю мэра. Хидонг с ее помощью мог внушить страх, доверие, родственные чувства вошедшему в кабинет и не стеснялся этим пользоваться. Минчинь мог блокировать ее воздействие, но кому-то с талантом ниже 40% было бы сложно это сделать. Сейчас, кроме магминистра и мэра, в кабинете находился еще один человек, мелкий работник из центра сдачи ки в синем районе. Хидонг уже вовсю использовал магию люстры и явно пытался запугать его. «С чего ты вообще взял, что он идеальный донор?» – сурово прогремел Хидонг, успев подмигнуть вошедшему магминистру. «Господин мэр, я не уверен полностью», – лепетал мужчина с пышными бакенбардами. «Но я уже не первый год принимаю ки от граждан, и ни разу в моей практике не было такого, что кто-то сумел сдать за один раз более 100 единиц энергии». «А сколько сдал этот человек?» – мягко вмешался Минчинь. Его голос прозвучал тихо и спокойно, но мужчина затрясся еще сильнее. 110 единиц, господин магический министр. Он даже не побледнел и ушел на своих ногах. Может быть, это был боевой практик с аномальной высокой ки, продолжил допрос магминистр. Не думаю, господин магический министр. Он выглядел как тощий 14-летний мальчишка из серого района. Руки тонкие, глаза голодные, одежда истрепанная. А почему ты так уверен, что он из серого района? Потому, мужчина сглотнул. Ведь официальные жители всех районов были равны и могли пользоваться благами цивилизации одинаково. Но по факту районы города разительно отличались. Все об этом знали, но молчали, потому что в черном районе он бы не выжил и 3 дней. Логично, сказал Минчинь. Значит, тощий голодный мальчишка пришел в первый раз сдавать ки и сдал полный объем энергии взрослого человека. Вы поняли, что он, возможно... Магминистр подчеркнул последнее слово. И есть легендарный идеальный донор, но при этом бездарно его упустили. Что вы можете сказать в свое оправдание? Видимо, мэр усилил внушение страха через люстру так, что побледневший мужчина упал на колени и закричал. «Мне нет прощения, господин магический министр. Я растерялся, к тому же я пообещал ему принести еще 80 с лишним монет и не ожидал, что этот голодный мальчишка сбежит без них. Но почему ты не связал ему ноги путанкой? У тебя в руках было ки на 110 единиц. Да простит меня господин магический министр, но я не владею таким заклинанием. У меня медицинское образование.
Тогда легким сном. В медицинской академии вы должны были изучать его на первом курсе, спокойно отметил Минчинь, у которого за спиной было несколько высших образований. Да, господин магминистр, я был так глуп, что не вспомнил про легкий сон. Магминистр чуть двинул плечами, показывая, что не ожидал ничего иного от этого бездаря. Мальчик что-нибудь оставил после себя? Какую-нибудь вещь? Волосы? Может, что-то выпало из его карманов? Я лично обыскал всю комнату, господин магический министр, но, увы. Какие-нибудь приметы, шрамы, родинки, уродства, монотонно продолжал магминистр. Нет, но господин магический министр сможет легко найти того мальчишку, его талант равен 7. Мэр, до того момента молчавший в углу, удивительно переспросил. 7? Бровь магминистра слегка дернулась от неожиданности. Да, я своими глазами видел печать у него на плече, господин мэр. Минчинь, в нашем городе есть и такие ничтожные таланты, обратился к магминистру Хидонг. Министр медленно переплел пальцы рук на уровне груди и начал вспоминать полузабытые университетские лекции. Считается, что каждый человек рождается с талантом хотя бы минимальным, но обязательно отличным от нуля. На самом деле это не так. Воздух и кисфера нашей планеты в далеком прошлом были сильно загрязнены. Настолько, что люди без магического таланта быстро заболевали и умирали. Человечество находилось на грани уничтожения. Детей тогда рождалось совсем мало, ресурсов не хватало, но в тех редких случаях, когда ребенок появлялся на свет живым и без видимых патологий, он мог спокойно переносить воздействие ядовитой атмосферы и переполненной болью кисферы. При изучении этого явления выяснилось, что дети бессознательно формируют незримые дыхательные фильтры в своем теле, а также защитный барьер от ки-угроз. Дети, рожденные без магического таланта, умирают в первые же дни. Младенцы с низким талантом живут немного дольше, но так как для поддержания фильтра им необходимо постоянно расходовать свою ки, а применять энергию извне они еще не могут, в течение недели-двух они также погибают. С тех пор воздух на планете немного очистился, и магозатраты на поддержание фильтра снизились. В настоящее время минимальный талант для выживания равен 6. Именно поэтому озвучено, что пособие по инвалидности выплачивается при таланте от 6 и ниже. Такие просто не выживают. Этот мальчик, по идее, с таким талантом, он должен был постоянно балансировать на грани смерти. Небольшой перерасход ки даже для минимального ускорения или подогрева воды, и он уже не смог бы восстановить свою жизненную энергию. Если бы такой ребенок родился в богатой семье, то при постоянной подпитке закупаемыми кристаллами он смог бы дожить лет до 30-40. Но семерка из серого района, продолжал рассуждать вслух магминистр, он же не мог всегда осознательно ограничивать себя в магии. Значит, выжить он мог только в том случае, если развил у себя способность генерировать ки. Неважно, случайно или осознанно. Интересно. Получается, что дети с талантом в районе 7-8% могут быть идеальными донорами, даже не зная этого? Воскликнул Хидонг, сразу ухватив мысль Минчиня. Верно. По меньшей мере, у них может быть ускоренная регенерация ки, хоть и не в масштабах нашего маленького друга. Минчинь, у вас остались вопросы к этому человеку? Спросил мэр. Магминистр взглянул на коленопреклонного мужчину, словно только что вспомнил о его существовании. Нет, думаю, он сказал все, что мог. Тогда ты нам больше не нужен. Мэр, коснувшись левой рукой кристалла, находящегося на поясе, легонько прищелкнул пальцами правой. Работник центра сдачи ки смялся в комок, который вытянулся в тонкую полоску ткани и аккуратно вплелся в самотканный коврик на полу кабинета. Минчинь поморщился. Достаточно было стереть ему память. Я в медицинских университетах не учился, предпочитаю силовые заклинания, хохотнул Хидонг. Еще немного, и коврик будет дополнен от стены до стены. Но они такие затратные. Магминистр ускоренно показал на потухший кристалл. Кстати, Минчинь, сколько ки в день можно будет вытягивать из этого мальчишки? Министр потер подбородок. За пару минут этот неумеха смог собрать с семерки 110 единиц ки. Даже если для удобства мы округлим до 100, часовой объем будет равен 3000 единиц. В сутки 72 тысячи. Но донору нужно будет спать, есть и двигаться, поэтому я бы предположил цифру в 40-45 тысяч единиц. В масштабах города цифра небольшая. Но для меня и тебя вполне приличная прибавка, рассмеялся мэр. Я устало оперся затылком о стену и закрыл глаза. Это невозможно. Я обычный бездарь, которому небеса подарили бесценный дар, но я даже не мог им воспользоваться. С
Снова и снова я зачерпывал свою ки, чтобы сотворить хлеб, но она уходила из моих рук, как вода через решето. Словно я пытался зачерпнуть ее ведром из узенького колодца, куда едва влезает кружка. Если бы у меня был пустой кристалл, тогда я смог бы качать ки в него и разом забрать весь объем. А вот напрямую схватить больше 10 единиц у меня не получалось. 10 единиц ки с 7% эффективностью. Какие заклинания у меня вообще могут получиться? Может, мне и вправду лучше сдаться и всю жизнь заряжать кристаллы? По крайней мере, у моей жизни будет хоть какой-то смысл. Сначала сидел на шее матери. Из-за меня она работала в 2 раза больше, истощая свою ки, пока не дошла до предела, когда энергия уже не успевала вырабатываться с той скоростью, с которой она ее тратила. Плюс постоянное полуголодное состояние, недосып, переживания из-за меня, а я просто жил, ел, играл и читал записанные ее рукой сказки. Когда она меня родила, думала, наверное, что у нее вырастет послушный сын, который будет учиться в школе, помогать ей, когда она состарится. Возможно, она мечтала, что мой талант будет выше 20, и я смогу найти хорошую работу. Не мусорщиком или подземщиком, а подмастерьем или приказчиком. Моя 7 стала проклятием и для нее тоже. Родиться с таким талантом все равно, что родиться идиотом, пускающим слюни, или даже хуже. Я таких видел. Им подают милостью и без таланта, ведь у них его вообще не проверяют. Мама, наверное, сразу поняла, что вынуждена будет кормить меня до конца своей жизни, но не выбросила, не отказалась, не сдалась. А вот я уже сдался. Полгода нищенского существования быстро показали мое место. Если бы я просидел в своей норе еще час, то сам пошел бы сдаваться властям, настолько безвыходным казалось положение. Но неожиданно я услышал голоса неподалеку. Тоненький подхалимский голосочек прозвенел. Да, тут он живет, за ночлежкой старика Джаня, сейчас сами увидите. Грубый мужской голос что-то невнятно пробурчал. И снова детский голос. Давно уже, только я считать не умею. Бежать. Я выполз из шалаша и вытащил одну ногу из досок. Пути отхода были продуманы с момента заселения в этот угол, ведь я не знал, каково будет выживать на улице. Мне все время казалось, что как только я лишусь дома, все злодеи и бандиты серого района захотят надо мной поизыматься. А что только не представлялось тем длинным бессонными ночами, и кровожадные маньяки с диким хохотом, потрошающие мою тушку, и толстяки со сладковыми улыбками, мечтающие о молоденьких мальчиках, и коварные черные торговцы ки, высасывающие энергию досуха. Реальность оказалась более жестокой. До меня просто никому не было дела. Но к тому времени, когда я это осознал, способ выбраться из темного закутка уже был придуман и опробован. Доску я прислонил под углом к забору и осторожно поднялся по ней на верхушку. Потом, балансируя на заборе, поднял доску вверх и, уперев край, накинул второй конец на крышу, ночлежки Джаня. Скарабкавшись на крышу, я поднял за собой доску и бросил там. Хотелось бы посмотреть на человека, что искал меня, но я не стал рисковать и, улегшись на живот, медленно пополз на другую сторону дома. Я спокойно прошел несколько кварталов и лишь устроившись в тени мясной лавки, где потеснил десяток облизлых шавок, вечно клянчащих обрезки, осознал, что лишился последнего угла. Первым делом мне нужно спрятать 7. Я привык ходить с открытым левым плечом, в нашем районе это признак того, что ты ищешь работу, либо способ похвастаться высоким уровнем таланта. Мне хвастать было нечем, но я все еще не терял надежды найти хоть какую-то работенку. Поэтому давно оторвал и выбросил левый рукав. Я могу замотать плечо тряпками, но это будет выглядеть подозрительно, а другой одежды с 2 рукавами у меня не было. Может, замазать грязью, расцарапать плечо и сказать, что покусали собаки? Эй, 7, тебя что ли ищут по всему району? Я резко вскинул голову. Надо же, так задумался о своей проблеме, что проворонил преследователей. Хотя эти люди не были похожи на стражников. Окликнувшему меня пацану на вид было лет 12, он был тощим и белесым, даже волосы цвета выгоревшие на солнце соломы. Но в отличие от меня на нем были щеголеватого вида штаны, подвернутые до середины икры, и свободная красная рубашка, отливающаяся на свету. Рядом с ним стоял крупный мужчина в толстом стеганом халате, замызганном до такой степени, что его цвет уже было не разобрать. А на левом плече напротив печати была прорезана дыра, и через нее виднелось 2 цифры. 1 и 5. Мужчина безразлично смотрел на стену стоящего рядом дома. Пацан дернул плечом и повторил: «Ну, у тебя или нет?» Я неуверенно кивнул. Отрицать глупо, других уличных мальчишек с 7 я ни разу не видел.
Я слышал, что иногда появлялись люди вообще без печати, но это были приезжие из других городов, и они обязательно должны были пройти проверку и поставить временную на пару месяцев печать с уровнем таланта. «У тебя деньги есть?» – нагловато спросил пацан. 20 монет, тихо ответил я, а сам тем временем незаметно ощупывал землю позади в надежде отыскать камень или палку. Если бы он был один, я бы смог отбиться или убежать, но мужчина с разнодушным взглядом пугал меня до мокрых штанов. «Маловато», – протянул Белобрысый. «Еще что есть». Он заметил мои сомнения и широко улыбнулся. «Да ты не трусь, в сером своих не грабим. Есть возможность скрыть твою семерку, вот я и прикидываю, чем ты сможешь расплатиться». Я отдам ки. «Много?» – деловито спросил мальчишка, сразу посерьезнев. «Максимум. 25%, но только не в центре сдачи», – быстро сказал я. «Неужели у меня есть шанс?» Мальчишка сделал пару шагов в мою сторону, наклонил голову и тихо сказал. «Есть у меня знакомый, который делает классные татуировки. Хочешь, голую бабу наколет так, что сиськи аж пощупать хочется. Прикинь, на спине мужика женские сиськи, а моему другу он волка на плече набил. Так собаки при виде этой татухи ссаться начинают. Он может набить тебе рядом с твоей семерочкой еще одну цифру. И будет у тебя талант не 7, а 17. Или 27. А хочешь, так и 79 сделает». Пацан рассмеялся. «Магическую проверку татуха не пройдет, сам понимаешь. Такая работа стоила бы в 1000 раз дороже. Но страшники редко проверяют ее магией». Я понимал, город выделяет так мало маг-кристаллов для обычных служащих, а кому охота тратить свою ки на проверку печати? И еще, за такую татуху сразу кидают в тюрьму, а то и выжимают ки досуха, особенно мастера. Но если хочешь, я проведу тебя к своему знакомому. Что думаешь, согласен? И решай прямо сейчас, а то скоро стражники возьмутся за тебя всерьез, и тогда я уже не смогу тебя провести». Я понимал. Пустое дно. Я все понимал. Прямо сейчас меня толкают на преступление, причем на государственное преступление. Подделку магической печати. Еще не поздно отступить и сдаться, но я не хотел. Хочу быть свободным каждую возможную минуту. Хочу самостоятельно выбирать дорогу. Пусть этот выбор всего лишь из 2 вариантов. Если пацан не врет, у меня появился небольшой шанс проскочить через облаву и скрыться. Вот и подошла к концу 2 глава нашего рассказа. Но вы не расстраивайтесь, совсем скоро будет выпуск с 3 главой. А я напоминаю, что меня ничто так сильно не мотивирует выпускать ролики, как ваши взвешенные лайки и высокоинтеллектуальные комментарии. До скорой встречи и побольше вам баньяновых амулетов. Sometimes I'm so home.